рай, омываемый лазурными волнами Карибского моря. Белоснежные пляжи, пышные пальмы, частные вертолеты и девочки, позирующие на фоне вилл с куполами. На первый взгляд, это просто отдых. Но каждая из этих фотографий, позже представленных в Нью-Йоркском суде, скрывала за собой жестокую правду. Это был не курорт. Это был остров Литл Сент-Джеймс, личная вотчина миллиардера Джеффри Эпштейна, превращенная в тщательно охраняемый бордель для элиты. На этих снимках юные девушки, некоторым из которых едва исполнилось 12, еще улыбаются, не подозревая, что их привезли не на вечеринку, а в ловушку, из которой нельзя сбежать. Их встретили богатством, роскошью, лестью, тем, что ослепляет, особенно когда ты молод, наивен и мечтаешь о модельной карьере. По словам пострадавших, многим говорили, что они едут на остров участвовать в вечере, где нужны красивые лица, но в реальности все превращалось в грязную игру, из которой невозможно выйти. Этот остров был не просто уединенным, он был фактически отрезан от остального мира, и попасть туда, и выбраться оттуда можно было только по воле одного человека. А теперь представь, что в этом раю за кулисами страх, насилие и безысходность. И это не начало хоррора. Это то, что действительно происходило. Иногда рай скрывает под собой самый настоящий ад, особенно если этот рай построен на страданиях невинных. Но как именно ловили этих девушек и кто за этим стоял, история еще страшнее. Одна из главных фигур в сети – Гислен Максвелл. Светская львица, дочь медиамагната с безупречными манерами и доступом в любые элитные круги. Она выглядела как человек, которому можно доверять. Ее знали в модельных агентствах, в бизнесе, среди богемы. И именно она, по показаниям множества жертв, была первой, кто вербовал девушек для Эпштейна. Схема выглядела просто. Максвелл находила уязвимых. Девочки из неблагополучных семей или, наоборот, амбициозные модели, мечтающие о карьере. Обещания были одинаковыми. Успех, фотосессии, контракты, связи. Вначале приглашали на якобы безобидные встречи. Потом предлагали полететь на выходные на частный остров. Девочки думали, что это шанс всей их жизни. Потом, по показаниям, Гислен начинала подталкивать. «Помассируй мистера Эпштейна. Он большой человек и может тебе помочь». Дальше хуже. Когда ты уже на острове, без паспорта, без связи, отказаться невозможно. Гислен контролировала все. Она знала, кого брать, как подавить сопротивление, как притвориться старшей сестрой, как усыпить бдительность. По сути, она была охотницей. Только жертвы ее были настоящими детьми. Сеть была отлажена до автоматизма. Девочек доставляли партиями. Одни улетали, другие прибывали. Иногда каждую неделю. И самое страшное, у каждого преступления есть логистика. И она работала без сбоев. Доставляли их как по расписанию. Частные самолеты Эпштейна прилетали на остров Сент-Томас, где у него был свой ангар. Оттуда трансфер на личном вертолете или яхте, маршрут был четко организован, охрана на каждом этапе. По прибытии встреча, подарки и обязательная сдача телефонов. Некоторые девочки не понимали, что произошло, пока не оказывались в своих комнатах под замком. Остров Литл Сент-Джеймс был настоящей крепостью. Там были патрули, береговая охрана, сотрудники, обязанные подписывать соглашения о неразглашении. Никто не мог попасть туда просто так. Это не курорт, куда ты бронируешь путевку. Это был закрытый мир, функционирующий по своим жутким законам. По словам свидетелей, многих девочек сразу изолировали. Им запрещали пользоваться интернетом, ограничивали передвижение. Персонал видел, как приезжают молодые девушки и остаются неделями, иногда месяцами. Однажды одна из них попыталась сбежать вплавь, но ее вернули. На острове была даже собственная служба безопасности. Каждая деталь говорила о том, что это место создано не для отдыха, а для эксплуатации. Ничего не должно было выйти наружу. И что пугает больше всего, это работало. Годами. Но что происходило за закрытыми дверями этих вилл? Ответы в следующей части этой истории. Оказавшись на острове, девушки становились пленницами. У них отбирали паспорта, личные вещи и телефоны. Большинство не знали, как выбраться. Они жили в отдельных домиках под охраной и практически не пересекались друг с другом. Единственный, кто всегда был рядом, это персонал и сам Эпштейн, а также его друзья. Некоторые пытались сопротивляться, но чем больше они это делали, тем хуже становилось. Девочек запугивали, говорили, что их никто не ищет, что все схвачено.
Если вам интересно узнать, что скрывается за закрытыми дверями таких островов, и вы хотите поддержать наш проект, чтобы мы могли продолжать разбирать подобные жуткие истории, не забудьте подписаться на канал. А если вам не жалко, загляните по ссылке в описании или просто наведите телефон на QR-код. Даже малый донат может помочь нам раскрыть еще больше темных тайн. Как говорится, чтобы сбежать от реальности, иногда стоит просто нажать на кнопку. Некоторые говорили, что им угрожали смертью, если они заговорят. Одну из них, по показаниям, даже принуждали к сексу под угрозой оружия. Изоляция была полной. Персонал был обучен не смотреть в глаза. Все молчали. Все понимали, это был отлаженный механизм. Те, кто поддавался, получали дорогие подарки, одежду, украшения. Тех, кто отказывался, наказывали, унижали, запирали. Жизни на острове не было. Была тишина, жуткая тишина, в которой происходили вещи, от которых стынет кровь. Но вот самое страшное, что происходило в этих стенах, и кто именно наслаждался этим отелем. Литл Сент-Джеймс стал местом, где исполнялись самые извращенные фантазии. Эпштейн не просто развлекался, он создавал целую систему эксплуатации. Девушек выбирали, готовили и предоставляли гостям. Как утверждали свидетели, за один день девочку могли заставить удовлетворять нескольких мужчин. Некоторые описывали это как расписание, где они шли друг за другом. Оргии проходили в главном доме, рядом с бассейном, в храме или даже на яхте. Все выглядело как элитная вечеринка. Алкоголь, наркотики, музыка, но все это прикрытие. Самое жуткое — возраст участниц. Некоторые были совсем подростками. Одна из жертв рассказывала, как ей приказали раздеться перед группой мужчин, среди которых были известные лица. И ей не оставалось ничего, кроме как подчиниться. Камеры, охрана, стены — все было против нее. Сотрудники острова знали, что происходит, но подписанные контракты, страх и деньги заставляли молчать. В этом была сила Эпштейна. Он покупал не только молчание, он покупал людей. Но что, если кто-то все же попытался бежать? И как закончилась их попытка? В следующей части. Сбежать с Литл Сент-Джеймс было практически невозможно. Географически это крошечный остров в открытом море. Куда бы ты ни поплыл, тебя ждет десятки миль воды без гарантии спасения. И все же некоторые жертвы пытались. По свидетельствам, несколько девушек, поняв, что их держат в сексуальном рабстве, решились на отчаянный шаг. Без плана, без карты, без еды они прыгали в воду, надеясь дотянуть до ближайшего берега. Виргинские острова — это не туристическая карта. Здесь нет жилых участков в шаговой доступности. А в воде рифы, течения и акулы. Одну из таких беглянок заметили с охранного поста. Они отправили катер. По словам персонала, ее догнали и вернули. Девочка была напугана, дрожала, почти не могла говорить. Ее больше никто не видел. Что с ней стало, неизвестно. Была и другая история. Девушка, которую звали Сара, решилась броситься в воду ночью. Она проплыла около мили, прежде чем силы покинули ее. Ее выловили утром. На ней были синяки, порезы и глубокие ссадины от кораллов. После этого ее держали под круглосуточной охраной, как она потом рассказала в суде. Они хотели, чтобы мы поняли, выхода нет. Такие попытки не были частыми. Страх был сильнее надежды. Но каждая такая история подтверждает, никто не хотел оставаться там добровольно. А теперь представь, что все это происходило на фоне роскоши, где виллы сияли мрамором, а персонал подавал коктейли на серебряных подносах. На первый взгляд остров был устроен как дорогой частный курорт. Бассейны, бунгало, пляжи, теннисный корт, храм с куполом. Охрана в униформе, обслуживание на высшем уровне, шеф-повара, массажисты. Эпштейн создал на острове атмосферу бесконечной вечеринки. Только вместо отдыхающих там были жертвы. По словам бывших сотрудников, остров обслуживали около 70 человек. У всех была одна задача — выполнять приказы и молчать. Они носили черные и белые рубашки поло, прошли инструктаж, подписали соглашение о неразглашении. Каждый знал, что вопросы тут не задаются. Управление островом было четко структурировано. Девушки размещались в отдельных домиках, Эпштейн жил в основном комплексе с роскошной спальней и личной библиотекой. На территории был даже медитативный сад, где, по словам одной из жертв, происходили сессии. Охрана контролировала береговую линию, выезды гостей. Папарацци не могли подобраться даже на милю. Это была фактически частная база, недоступная никому извне. Местные из соседнего Сент-Томаса знали, сюда просто так не попасть. Но самое пугающее здание — храм с золотым куполом и полосатой крышей.
Слухи о его назначении множились годами, но в нем и правда было нечто тревожное. Он был звукоизолирован. Зачем? Пока никто не дал точный ответ. Но то, что происходило за его дверями, было доступно лишь избранным. Одним из них был и он. Они начали говорить лишь после смерти Эпштейна. До этого молчали. Кто из страха, кто под давлением, кто из-за контрактов. Но когда тюрьма закрылась за ним навсегда, за ней открылись двери для их историй. 15-летняя шведка по показаниям в 2000-х была заманена в Америку модельным контрактом. На острове у нее забрали паспорт, телефон, сказали: «Ты теперь собственность мистера Эпштейна». Ее насиловали ежедневно. Она пыталась сбежать, была поймана, заперта, потом она исчезла. Сара Ренсом, другая жертва, рассказала, что Эпштейн изнасиловал ее трижды за один день. Она передала в суд фотографии с острова, улыбающиеся девушки, как будто на отдыхе. Но они уже тогда были сломаны внутри. Сара тоже пыталась сбежать, была поймана, избита. По ее словам, в спальне Эпштейна на тумбочке лежал пистолет. Это был не мой приказ — не сопротивляйся. Еще одна девушка призналась, что ее вывозили с острова на частный самолет к другим клиентам. Это не был просто личный разврат Эпштейна, это была сеть. По материалам дела, сексуальное рабство распространялось далеко за пределы Карибов. Девочек отправляли в Лондон, Париж, Нью-Йорк, за деньги любые желания. И вот теперь пришло время заглянуть в тень тех, кто этими желаниями пользовался. Потому что некоторые имена просто ошеломляют. Эпштейн был не просто маньяком с деньгами. Он выстроил систему, в которой каждый винтик был под контролем. Он не только искал жертв, он приручал их. Обещания, подарки, угроза, изоляция, унижение — это был целый поведенческий кодекс. Он держал власть через страх и манипуляции. Одна из жертв вспоминала, что он мог похвалить, подарить браслет, а на следующий день оскорбить и заставить раздеваться перед незнакомцем. Это были качели, на которых он расшатывал психику. Потом ломал. Он платил огромные деньги своим помощникам, включая Максвелл. У него был четкий график. Завтрак, встреча, медитация, сеанс, ужин. Все записано, все под контролем. Даже пол, мраморный, чтоб не оставалось следов. Он фиксировал все. По слухам, в его доме было спрятано множество камер. По некоторым данным, он шантажировал своих гостей. Снимал их с несовершеннолетними. Отсюда бейти, молчание. Но был один гость, которого боялись даже сотрудники. Потому что он чувствовал себя на острове, как дома. И речь не о простом миллиардере. Принц Эндрю, герцог Йоркский, младший сын королевы Елизаветы. Его имя всплыло в деле одним из первых. И не просто как случайный знакомый Эпштейна. Он был на острове. И был не один раз. Бывшая экономка Кэти Александр вспоминала, как принц заходил на кухню, шутил, ел прямо из кастрюль, вел себя, как у себя дома. Он прилетал с девушками, иногда молодыми до абсурда. Однажды его спутница наступила на морского ежа. Он посмеялся и помочился ей на ногу, заявив: «Королевский член выполнил свой долг». Жертва Вирджиния Робертс говорила, что он был одним из ее насильников. Его фотографии с ней облетели весь мир. По ее словам, он получал от Максвелл все, что хотел, в том числе секс с несовершеннолетними. Она утверждала, что он появлялся на острове минимум трижды. В 22-м принц выплатил около 10 миллионов фунтов, чтобы закрыть дело, не признавая вины. Просто заплатил. И исчез из публичной жизни. Формально ни при чем. Но по факту один из самых ярких примеров, как система защищает своих. Но не он один. Там были и другие, даже более известные. И некоторые до сих пор улыбаются на обложках журналов. Когда началось расследование, десятки известных имен вдруг оказались в списках. Некоторые в летных журналах Эпштейна, другие в показаниях жертв. Но почти никто не сказал ни слова. Никто из них не вышел на публику, не заявил, что был свидетелем преступлений. Только полное молчание. Наоми Кэмпбелл, супермодель, прилетала на остров с огромным сундуком одежды. Она оставалась на пару дней, и все это подтверждено управляющими. Но в своих интервью Наоми никогда даже не упоминала Эпштейна. Кевин Спейси, лауреат Оскара, отдыхал с Эпштейном в его особняке и, по словам очевидцев, был на Литл Сент-Джеймс. Его имя появилось в списках полетов, он тоже молчит. Лоуренс Краус, известный физик и лауреат множества научных премий, однажды выступал на вечеринке Эпштейна. Он утверждал, что ничего подозрительного не видел, но позже от него открестились университеты.
И это только верхушка. Показания управляющих острова говорят о десятках гостей, комиках, ученых, банкирах, политиках. И почти все они молчали. И продолжают молчать, даже после смерти Эпштейна. Как будто их объединяет нечто большее, чем просто знакомство. Как будто страх не умер вместе с хозяином острова. А некоторые свидетели видели все своими глазами. И все же решились заговорить. Кэти и Майлз Александр, управляющие Литл Сент-Джеймс с конца 90-х. Их наняла лично Максвелл. Они видели все. И, несмотря на страх, дали показания. Кэти вспоминает, как юные девушки ходили по острову топлес, смеялись, пили алкоголь с мужчинами вдвое старше их. Она помнит девочку по имени Тила, особенно юную, слишком хрупкую. Кэти не могла понять, где ее мать. Что она здесь делает? Однажды она подошла к Максвелл и сказала, что девушки выглядят слишком молодыми. Та только рассмеялась. «Не волнуйся, они знают, что делают». Но Кэти не верила. И чувствовала, что на этом острове что-то не так. Майлз же занимался логистикой. Яхты, вертолеты, питание, приемы гостей. Он подтверждал, что все гости подписывали соглашение о неразглашении. Он видел коробку с взрослыми игрушками в спальне Эпштейна. Он слышал, как в одну из ночей кто-то звал на помощь, но знал, что охрана не пустит его туда. По их словам, Максвелл была настоящей хозяйкой острова. Она решала, кто и когда появляется, кто где спит, кто с кем едет на прогулку. Но и они знали, если расскажешь, исчезнешь. Потому молчали десятилетиями. Пока все не рухнуло. И рухнуло не просто так, потому что за островом стояла четкая логистика. Даже воздушная. Так на Сент-Томасе называли самолеты Эпштейна. По словам местных, его частные рейсы прилетали регулярно, с детьми и молодыми девушками на борту. Иногда по 12 человек за раз. Авиадиспетчеры видели, как на борт заходят девочки в школьных толстовках и с сумками от Dior и Gucci. Один из сотрудников аэропорта рассказывал Vanity Fair. «Я видел, как он прилетает с новыми девочками. Снова и снова. Мы называли это экспрессом Лолиты. Никто не вмешивался. Никто не звонил в полицию. Все боялись. Девочек предварительно обрабатывали, дарили подарки, обещали светлое будущее, фотосессии, контракты. При прибытии они выглядели как элитные модели. Только возраст выдавал реальность. Генеральный прокурор Виргинских островов официально заявил, с начала 2000-х и по 2019 Эпштейн систематически перевозил несовершеннолетних на Литл Сент-Джеймс. Это не была случайность, это была сеть, и среди ее символов одно странное здание. Самое зловещее на всем острове. Сине-белый куб с золотым куполом, массивная дверь с замком. Ни окон, ни звуков, это здание с первого взгляда кажется чем-то религиозным, но атмосфера давящая. Споры вокруг храма на острове Эпштейна не утихают до сих пор. Кто-то считает, что это был личный кабинет, кто-то — место ритуальных оргий. Теории множились. Масонское ложе, культ, даже человеческие жертвоприношения. Но ни одна жертва не упоминала, что бывало внутри. Внутреннее устройство остается загадкой. Известно, что помещение звукоизолировано, что в нем стояла странная мебель, и что вход туда был строго ограничен. Даже управляющим запрещали заходить внутрь. По некоторым данным, Эпштейн использовал его для медитативных практик. Другие источники утверждали, что туда приводили гостей для особых сеансов. Внутри так и не нашли ничего, кроме пустой комнаты, но пустота в данном случае говорит громче любого доказательства. Тем более, что вскоре после смерти Эпштейна кое-что исчезло, совсем бесследно. После его смерти началась настоящая охота за улик. Журналисты, следователи, независимые эксперты искали любую зацепку, но улики исчезали одна за другой. Одной из ключевых была книга гостей, журнал, в котором фиксировались все приезды и выезды на остров. Управляющий Майлз Александр получил распоряжение отвести ее адвокату Эпштейна Даррену Индайку. После этого журнал никто больше не видел. Пропали записи камер наблюдения из особняка. Пропали переписки, документы, транзакции. Один из агентов ФБР анонимно заявил: сложилось впечатление, что кто-то заранее знал, что искать. Тем временем адвокаты Максвелл делали все, чтобы оттянуть судебные заседания. Свидетелей пугали. Журналистам угрожали. И все это после самоубийства Эпштейна, которое по странному совпадению произошло в день, когда его должны были перевести в другое крыло. Но кое-кто из высоких гостей все же остался в деле.
и имя его знают во всем мире. 42-й президент США, один из самых влиятельных людей конца 90-х. Его имя всплыло в деле Эпштейна не случайно. В летных журналах он фигурировал как гость на борту самолетов миллиардера, более 20 рейсов. Причем некоторые из них на Литл Сент-Джеймс. Кэти и Майлз Александр, управляющие островом, под присягой заявили: во время их работы Клинтон на острове не появлялся. Но позже появились противоречия. Инженер IT-систем Стив Скалли утверждал в документальном фильме Netflix, что лично видел Клинтона на острове с Эпштейном. А бывший помощник Даг Бент сообщил, что визит президента имел место в 2000 и 2003. Жертва Вирджинии Робертс Гиффер вспоминала, как наблюдала Клинтона в компании двух молодых девушек. По ее словам, он выглядел вполне довольным своей компанией. Клинтон отрицает все. Его адвокаты говорят о грязных инсинуациях. Максвелл в суде утверждала, что показания Гиффер — выдумка. Но вопрос остается открытым. Если он не был на острове, зачем десятки источников утверждают обратное? Если был, зачем лгать? Пока это еще одна строка в списке неприкосновенных. Но не единственная, кто только не светился на этом острове. Список гостей Литл Сент-Джеймс как голливудская премия. Наоми Кэмпбелл, Кевин Спейси, Крис Такер, Лоуренс Краус, Лес Векснер, основатель Victoria's Secret. Все они посещали остров или были тесно связаны с Эпштейном. Самый неожиданный визит — Стивен Хокинг. Да, именно он. Теоретик, физик, человек, прикованный к инвалидному креслу. Его доставили на остров по личному приглашению. Организовали подводную экскурсию вокруг берега. По словам управляющих, он даже фотографировался с девушками. Хокинг не комментировал этот визит. Эпштейн отрицал, что ученый участвовал в оргиях. Но вопрос: зачем вообще звать физика на уединенный остров с подростками? Копперфильд, знаменитый иллюзионист, по слухам, сделал предложение Клаудии Шифер именно там. Правда это или миф, неизвестно. Но остров был настоящим магнитом для тех, кто привык к роскоши, тишине и безнаказанности. И среди всех этих гостей был человек, который больше не скажет ни слова, потому что он умер, или ему помогли умереть. Август 2019-го. Эпштейн найден мертвым в камере следственного изолятора в Нью-Йорке. Причина смерти — повешение. Официальная версия — самоубийство. Но совпадений слишком много. Камеры наблюдения в ту ночь не работали. Надзиратели заснули. Соседа по камере переселили. А Эпштейн, которого уже однажды пытались задушить, якобы просто взял простыню и повесился. Он должен был дать показания. И, возможно, назвать имена. Его адвокаты собирались заключить сделку. Взамен на информацию — смягчение приговора. Но информация исчезла вместе с ним. Жертвы не поверили в самоубийство. Адвокаты потребовали расследования. Но все сошло на нет. Даже судебно-медицинская экспертиза разделилась во мнениях. Некоторые врачи утверждали, что переломы на шее Эпштейна не характерны для повешения. И вот конец. Без суда, без громких признаний, без расплаты, но не конец истории, потому что остров остался. И с ним десятки вопросов. После смерти Эпштейна Литл Сент-Джеймс оказался в юридическом тупике. Наследников нет, компании подставные, сотни миллионов заморожены, а территория пуста. Весной 2023-го остров купил Стивен Декофф, владелец инвестиционного фонда Black Diamond Capital Management. Сумма сделки около 47 миллионов фунтов, почти вдвое меньше его рыночной стоимости. Декофф заявил, что хочет превратить остров в элитный курорт на 25 номеров. Спа, рестораны, пляжи — все открыто для публики. Он утверждает, что никогда не знал Эпштейна и не имел к нему отношения. Сейчас на острове начались строительные работы. Старые постройки сносятся, виллы перестраиваются. Только храм пока стоит. Как напоминание о прошлом. Будет ли кто-то отдыхать на месте, где издевались над детьми? Вероятно, да. Люди платят за все, что связано с тайной и роскошью, даже если за этими стенами кричали. А мы тем временем остаемся без ответов, хотя знаем гораздо больше, чем 5 лет назад. История Литл Сент-Джеймс не просто про одного маньяка. Это история о том, как работает система. Когда ты богат, влиятелен и знаешь, кого подкупить, ты можешь покупать молчание, людей и даже целые острова.
Мы не узнаем всех имен, не услышим всех признаний. Слишком много уничтожено, слишком много закрыто. Но жертвы живы, и они продолжают говорить, пусть и с опозданием, пусть и с трудом. Но правда уже не спрятана за золотыми воротами. Остров Эпштейна больше не принадлежит злу. Но то, что происходило там, не исчезло. И каждый, кто однажды поднялся на тот вертолет, должен помнить, за дверями этих вилл кто-то плакал. Кто-то умолял, кто-то умирал. Пусть мы не узнаем все, но мы обязаны не забыть то, что уже всплыло. Больше всего в этой истории пугает даже не само насилие, а молчание. Молчание тех, кто знал, кто видел, кто понимал, но отворачивался. Управляющие, персонал, пилоты, охрана, медсестры, повара, финансисты, авиадиспетчеры, сотрудники аэропортов, редакторы журналов, агенты ФБР. Сотни людей. Они видели, как прилетали частные самолеты с подростками. Как девочки выходили из вертолетов в брендовых футболках и с глазами полными страха. Они слышали, как за закрытыми дверями плакали, но они ничего не делали. Почему? Из страха, из-за денег. Или потому, что в мире элиты это не считалось преступлением, это считалось частным делом. Местные на Сент-Томасе шутили про экспресс Лолиты. Работники пляжей знали, что туда возят детей. Даже официанты замечали странных гостей, но не было ни одного, кто бы ударил тревогу. И в этом самый страшный диагноз нашему обществу, когда зло становится нормой, потому что оно сверху. Когда преступление, то это просто прайс, который все принимают. Остров Эпштейна — это не только место на карте, это символ. Символ того, как далеко может зайти безнаказанность, если ее вовремя не остановить. В 1918 году в маленьком городе на востоке Соединенных Штатов обнаружили заброшенное здание, внутри которого находились записи о десятках пропавших без вести людей. Полицейские, проводившие обыск, наткнулись на угрюмую библиотеку с журналами, заполненными именами и фотографиями. Местное население не подозревало, что за этим фасадом скрывается организация, занимающаяся эксплуатацией уязвимых граждан. Параллельно с этой находкой, в другой части страны, соратники по борьбе за права человека начали получать тревожные сообщения о загадочных исчезновениях молодежи. В основном это были подростки из неблагополучных семей, которых заманивали фальшивыми обещаниями работы и лучшей жизни. Каждое сообщение стало сигналом тревоги для активистов, которые знали, что за этими исчезновениями стоят тщательно спланированные криминальные схемы. В марте 1919 года независимый детектив по имени Майкл Ларсон, получивший множество наград за свои расследования, решил взять дело под свой контроль. Он охотно согласился работать с группой активистов, которые начали собирать информацию о тайных сетях. Ларсон обратился к своим источникам и вскоре узнал, что преступные организации используют интернет для вербовки и обмена информацией. Он приступил к изучению этих сайтов, и вскоре его насторожили несколько аккаунтов, которые выглядели подозрительно. На одном из таких сайтов он увидел объявление о работе для молодых людей, обещающее высокую зарплату и возможность путешествий. Ларсон обнаружил, что эти объявления были адресованы конкретным районам, где сосредоточено большое количество уязвимых подростков. Он начал сливать информацию о своих находках с активистами и собирать данные о тех, кто откликнулся на эти предложения. Вскоре к расследованию подключилась команда детективов, которые занимались киберпреступлениями. Они разработали план по выявлению мест и лиц, непосредственно связанных с этими объявлениями. Важным этапом стало составление профиля жертв, которые чаще всего попадались в сети. Они определили, что большинство из них были из семей с низким доходом или имели проблемы с психическим здоровьем. Эти факторы сделали подростков более уязвимыми к манипуляциям. В начале апреля с помощью группы волонтеров Ларсон организовал встречу с некоторыми из выживших жертв. На встрече были подняты болезненные темы – страх, потеря доверия и стремление к свободе. Каждая история была уникальной, но связывало их одно – ужасный опыт эксплуатации и желание вернуться в нормальную жизнь. Эта встреча стала поворотным моментом для детективов и активистов. Они начали осознавать, что дело не только в поисках пропавших, но и в помощи тем, кто уже стал жертвой. В последующие недели расследование вышло на новый уровень. Ларсон и его команда начали отслеживать подозреваемых, которые могли быть вовлечены в эти схемы. Каждый новый улик добавлял напряжение в эту сложную и запутанную историю. Возможность разоблачить преступную сеть становилась все более реальной,
но ее участники были хитрыми и опытными, что обещало серьезные трудности на пути к справедливости. На встрече с выжившими жертвами Ларсон услышал истории, которые потрясли его до глубины души. Одна из девушек, 18-летняя Сара, рассказала, как ей удалось избежать ловушки. Она пришла на собеседование, о котором узнала через интернет. Предложение казалось слишком хорошим, чтобы быть правдой. Работа моделью с высокими зарплатами и возможностью путешествий. Однако, когда она пришла в офис, то столкнулась с суровой реальностью. Вместо моделей там были только несколько мужчин, которые пытались выставить ее на продажу. Сара смогла сбежать, но не без последствий. У нее остались физические и психологические травмы, которые она не могла забыть. Другой выживший, 20-летний Джейк, рассказал о том, как его вовлекли в преступную сеть. Он был уязвим из-за проблем с наркотиками и попал в зависимость. Его заманили предложением о легком заработке, но вскоре он оказался в ситуации, когда его заставляли работать на преступников. Джейк пытался сопротивляться, но это только усугубило его положение. Он оставался в заточении несколько месяцев, прежде чем ему удалось бежать. Собранные истории стали основой для дальнейшего расследования. Ларсон и его команда начали разрабатывать стратегии для поиска других жертв и способов разоблачить преступников. Они обратились к социальным службам, которые могли бы помочь другим уязвимым группам. Полицейские власти также получили доступ к информации, собранной активистами, чтобы начать более широкое расследование. В это время преступная сеть начала реагировать на действия Ларсона и активистов. В одной из ночных операций детективы поймали несколько людей, вовлеченных в эксплуатацию, но они оказались лишь верхушкой айсберга. Основные организаторы оставались в тени, используя подставные компании и обманные схемы. Вскоре после этого Ларсон получил угрозы. Неизвестные позвонили ему и предупредили о последствиях, если он не прекратит свои расследования. Параллельно с угрозами, активисты начали получать информацию о новых жертвах, которые попали в ловушки преступников. Сообщения о пропавших подростках продолжали поступать, и они касались не только крупных городов, но и маленьких городков, где никто не ожидал такого. Это означало, что сеть работала по всей стране, расширяя свои масштабы и находя новых жертв. Ларсон собрал команду и решил провести операцию по освобождению одной из новых жертв. Они получили информацию о местонахождении подростка, который был захвачен и находился в одном из заброшенных зданий на окраине города. Ночью в темноте они подошли к месту. Ларсон ощутил напряжение в воздухе. Каждый шаг приближал их к освобождению, но также повышал риск столкновения с преступниками. Когда они вошли в здание, обнаружили, что оно было тщательно охраняемо. Они нашли подростка, но его состояние вызывало серьезные опасения. Ларсон и его товарищи действовали быстро, но когда они начали выходить, их заметили. Началась погоня, и детективы поняли, что оказались в ловушке. Этот инцидент стал катализатором, подчеркивающим, насколько опасным было их дело и какую цену им придется заплатить за спасение жертв. Ларсон и его команда вернулись домой с горьким осадком после неудачной операции. Освобождение подростка обернулось не только угрозами, но и осознанием, что они столкнулись с более сложной и мощной сетью, чем ожидали. В ходе анализа информации, собранной активистами, они начали выявлять схемы, по которым действовали преступники. Преступная организация использовала многоуровневую систему вербовки, охватывающую различные группы населения. На первом этапе они обращались к уязвимым подросткам через сайты с объявлениями о работе, социальных сетях и мессенджерах. Зачастую вербовщики представлялись как агенты модельных агентств или владельцы ателье. Затем, когда жертва начинала общаться, они постепенно наращивали доверие, обещая денежные вознаграждения и возможности для карьерного роста. Дальше следовала фаза заманивания. С использованием манипулятивных технологий преступники создавали обманчивую атмосферу безопасности, организовывая встречу в кафе или другом общественном месте. Однако на самом деле это были ловушки. Ларсон изучал множество подобных случаев, когда подростков увозили в отдаленные места, где они становились жертвами эксплуатации. В один из вечеров в офисе детективов Ларсон и его команда просматривали видеозаписи, полученные от активистов. На одном из видео они увидели, как группа молодых людей, очевидно жертвы, запечатлены на камеру, когда их готовили к вывозу за пределы штата. Это была страшная реальность. Их связывали, а вокруг юношей и девушек стояли люди с агрессивными взглядами, готовые заставить их подчиниться. Ларсон почувствовал, как напряжение в комнате нарастает.
Эти кадры подтвердили, что отказ от сотрудничества мог обернуться ужасными последствиями для самой жертвы. Команда начала собирать данные о людях, которые могли быть вовлечены в эту схему. Ларсен выслушал показания тех, кто отвернулся от криминального мира, и они рассказали о тактиках манипуляций. Они подтверждали, что преступники использовали психологическое давление, запугивание и даже физическое насилие, чтобы удерживать контроль над жертвами. Каждый новый улик подтверждал, что преступная сеть была хорошо организована и действовала с хладнокровной эффективностью. Вскоре после этого Ларсен узнал о встрече, на которой собирались действующие члены сети. Информация поступила от одного из информаторов, который рискнул своей безопасностью, чтобы помочь. Ларсен и его команда начали планировать операцию по сбору доказательств, чтобы разоблачить эту сеть. Они решили установить наблюдение за местом встречи, чтобы получить больше информации о ключевых фигурах. Ночью, когда темнота покрыла улицы, детективы заняли свои позиции в безопасности. Ларсен наблюдал за людьми, которые подходили к заброшенному зданию. Внезапно он заметил, как группа мужчин, скорее всего охранников, отошла от входа. Это было подозрительно. Ларсен почувствовал, что что-то не так. Внезапно раздался треск. Один из детективов случайно задел ветку, и охранники мгновенно обернулись. Началась паника. Ларсен осознал, что они были обнаружены. Спецгруппа обнаружила, что их выследили. Операция превратилась в бегство, и они должны были скрыться, не оставляя следов. Ларсен знал, что эта встреча могла стать решающей, но теперь они рисковали потерять не только доказательства, но и свои жизни. Преступная сеть нанесла удар в ответ, и борьба за справедливость становилась все более напряженной. Ларсен и его команда, едва успев скрыться после неудачной ночной операции, начали собирать улики, чтобы подготовить окончательный удар по преступной сети. В офисе они проанализировали данные о жертвах и подозреваемых, когда к ним пришла информация от информатора, который согласился на встречу. Информатор сообщил, что получил доступ к внутренней переписке преступников, в которой содержалась информация о планах на следующую операцию. Оказавшись в безопасном месте, Ларсен встретился с информатором в кафе. Тот был нервным и явно напуганным, но готов был рассказать, что узнал. Он раскрыл, что сеть готовила крупную акцию по вербовке, которая должна была состояться через несколько дней. Они планировали устроить модельный кастинг в одном из клубов города, на который пригласили множество уязвимых подростков. Это было идеальное время для захвата новых жертв, и Ларсен понимал, что у них не было времени. Собрав команду, Ларсен начал планировать операцию по перехвату этого кастинга. Они решили внедрить детектива под прикрытием, чтобы собрать доказательства и разоблачить сеть. В эту роль согласилась ввязаться молодая женщина, опытный детектив по имени Эмили. Ее навыки и харизма сделали ее идеальной кандидатурой. Эмили тщательно подготовилась, изучив поведение жертв и тех, кто их вербует. Когда пришло время кастинга, Эмили оказалась в клубе, окруженная множеством других девушек, которые также пришли попробовать свои силы. В зале царила напряженная атмосфера. Ларсен и его команда наблюдали за событием издалека, готовые вмешаться в любой момент. В процессе Эмили заметила, что организаторы кастинга вели себя подозрительно. Они обсуждали детали, которые явно указывали на их намерения. Это стали ее первой подсказкой о том, что здесь что-то не так. Обсуждая условия работы, организаторы упомянули, что необходимо доказывать свою лояльность и готовность. Эмили, собравшись с силами, решила взять риск. Она сделала вид, что заинтересована, и начала задавать вопросы о работе. В ответ ей предложили пройти тест, который, как они сказали, был стандартной процедурой для новых моделей. Это означало, что жертвы будут подвергнуты проверке на готовность подчиняться требованиям. Эмили смогла записать это на скрытую камеру. Параллельно с ее действиями в клубе, Ларсен и его команда начали координировать действия. Они подготовили операцию по задержанию организаторов, основываясь на собранных Эмили доказательствах. Внезапно они получили информацию о том, что в клуб прибыли несколько агрессивных мужчин, которые, похоже, были охранниками. Ситуация накалялась, и Ларсен понимал, что время вышло. Они должны были действовать немедленно. Когда Эмили собрала достаточно информации, Ларсен дал команду на вмешательство. Внезапно двери клуба распахнулись, и команда детективов, вооруженных до зубов, ворвалась внутрь. Звуки криков и паники заполнили клуб, когда детективы начали задерживать организаторов кастинга. Эмили быстро вышла из своего укрытия и присоединилась к команде, показывая свою бейджик и заявляя о проведении задержания.
В этот момент, когда преступники поняли, что их схватили, началась борьба. Один из организаторов схватил Эмили за руку, но она освободилась, сделав резкий поворот. В хаосе, который возник, Ларсен смог схватить одного из главных преступников, который пытался сбежать. В этом моменте все собранные доказательства начали складываться в единую картину. Ларсен знал, что это было только начало, но разоблачение этой сети стало возможным благодаря смелости Эмили и собранным улик. Каждый задержанный был ключом к раскрытию большой схемы, которая могла привести к справедливости для всех жертв. После успешного задержания организаторов кастинга Ларсен и его команда начали активно работать над раскрытием всей сети. Вскоре следователи обнаружили доказательства масштабной преступной деятельности. С помощью собранных видеозаписей, показаний жертв и уже задержанных преступников, правоохранительные органы вышли на главных организаторов. Были раскрыты каналы, по которым передавались деньги, и выявлены другие участники, действовавшие в разных уголках страны. В течение нескольких месяцев судебные разбирательства привели к множественным обвинительным приговорам. Преступники, действовавшие безнаказанно на протяжении долгого времени, были осуждены. Это стало важным шагом к восстановлению справедливости для жертв, которым теперь предоставили возможность начать исцеление. Сара, Джейк и другие, пережившие ужасные испытания, начали строить свои жизни заново. Они получили доступ к реабилитационным программам, разработанным для жертв эксплуатации. Психологи и социальные работники помогали справиться с травмами. Благодаря поддержке они начали восстанавливать доверие к людям и находить новые цели. Ларсен следил за процессом и понимал, что работа не закончилась. Совместно с активистами он инициировал программу предотвращения вербовки новых жертв. Они начали проводить семинары в школах, акцентируя внимание на рисках, связанных с интернетом и манипуляциями. Ларсен стал выступать на конференциях, делясь опытом и историями жертв, информируя общественность о признаках эксплуатации. Общество начало меняться. Люди стали более внимательными к своим детям и знакомым. Власти увеличили финансирование программ, посвященных борьбе с торговлей людьми. Ларсен и его команда стали частью этой инициативы, помогая разрабатывать новые стратегии для поимки преступников. Несмотря на достижения, у Ларсена не ушло из памяти первое столкновение с сетью. И пока Ларсен с командой работает над тем, чтобы защитить детей, мы можем сделать свой вклад в это важное дело. Если вам нравится наше творчество и вы хотите видеть больше таких видео, не стесняйтесь подписаться, ссылка в описании. И помните, даже небольшая поддержка через донат поможет нам продолжать освещать важные темы. Как говорится, не дайте добру пропасть, ведь кто-то же должен рассказывать об этом, верно? Каждая история и каждая жертва оставили след в его сердце. Он знал, что работа никогда не закончится, и новые угрозы всегда будут на горизонте. Но сейчас они сделали важный шаг вперед. Жизни людей, когда-то разрушенные, начали восстанавливаться, наполняя мир новой надеждой. Истории Сары и Джейка стали символами борьбы и силы. Их восстановление вдохновило многих. Каждый шаг к справедливости был шагом в будущее, где подобные трагедии могли быть предотвращены. Ларсен продолжал работать, зная, что даже один спасенный человек — это огромная победа. Коллектив понимал, что хотя они могут столкнуться с тьмой, свет всегда найдет путь.